Ну вот, наконец-то мы переехали. Да, наш новый дом такой светлый и уютный. Сегодня собираем шкаф, верно? Да, я уже открыла коробку с деталями. Тут много досок и шурупов, посмотри. Давай сначала найдем инструкцию. Вот она, лежала под коробкой. Спасибо. Так, первый шаг – собрать основание. Где большая деталь? Вот это? Да, думаю, это она. Помоги мне поднять. Осторожно, она тяжелая. Ты держишь? Сейчас прикручу боковые стенки. Держу, не волнуйся. Как думаешь, этот шкаф встанет у окна? Да, так будет больше света для книг. Мне нравится солнечное утро в Петербурге. Да, свет здесь совсем другой, чем в Москве. Ты часто скучаешь по Москве? Иногда да, но мне нравится наш новый город. Петербург красивый, особенно летом. Согласен. Так, давай найдем маленькие детали. Вот пакетик с шурупами и ключ. Спасибо, сейчас прикручу ножки. Хочешь чай, когда закончим? Конечно, после работы чай – самое то. Я могу приготовить с булочками. Булочки только это по-шведски. Да, у нас дома часто пекут булочки. Надо будет попробовать. Я люблю выпечку. Ты хорошо справляешься с инструментами. Спасибо, в детстве часто помогал папе. У меня папа все делал сам, как и ты. Так, основание готово. Что дальше? Судя по инструкции, ставим полки. Передай, пожалуйста, короткие доски. Вот они, держи. Спасибо, ты умеешь пользоваться отверткой. Да, конечно, в Швеции это обычно. Отлично, тогда прикрути вот тут. Готово. Теперь следующая полка. Да, вместе быстрее. Почему все детали такие похожие? Это всегда так с мебелью из магазина? В Икеа все так же. Много одинаковых деталей. Главное бы не перепутать левую и правую. Я уже однажды так ошиблась. Пришлось все разбирать и собирать заново. Надеюсь, сегодня у нас все получится. У нас хорошая команда. Конечно, вместе легче. Ты когда-нибудь строил шкаф сам? Один раз, но было сложно. Вдвоем веселее. Согласен. А ты часто делала мебель дома? Нет, но я помогала маме собирать стол. У тебя хорошо получается. Спасибо. Мне нравится создавать что-то руками. Надо будет купить еще стеллаж для книг. Да, у нас много книг из путешествий. Ты любишь читать на русском или шведском? Обычно на шведском, но учусь читать по-русски. Ты уже хорошо говоришь по-русски. Благодаря тебе, ты терпеливый учитель. Спасибо, мне нравится учить тебя. Смотри, шкаф почти готов. Осталась только дверь. Давай прикрутим ее вместе. Хорошо, держи дверь, а я закручу шурупы. Готово. Теперь можно складывать вещи. Ура, отличная работа. Теперь заслужили чай с булочками. Да, идем на кухню, я очень голоден.